Самое время для еще одной задачки с параметром. Вот условия. Найдите все значения а, при каждом из которых данное уравнение на промежутке от 0 до плюс бесконечности имеет хотя бы 3 корня. Берем паузу, решаем и потом смотрим разбор. Решение предложу графическое, хотя и аналитически эта задача решается нетрудно. Рассмотрим функцию f от x, состоящую из левой части нашего уравнения. Учтите, что нас интересуют только положительные иксы. Попробуем построить график этой функции. С помощью таблички значений набросаем график функции 5 на x. Оттолкнувшись от нее, попробуем дойти до функции f от x. И первый шаг в этом направлении – построение графика функции 5 на x минус 3. Такое преобразование смещает каждую точку уже построенной ветви гиперболы на 3 единицы вниз. Осталось вспомнить про модуль, и график функции f от x будет готов. Положительные числа и нули остаются на месте, а отрицательные числа отражаются симметрично относительно оси абсцисс. Вот так вот. Сейчас я постараюсь помасштабнее изобразить график функции f от x, естественно, только в первой и четвертой четвертях, потому что нас интересуют только положительные абсциссы. Теперь самое время подумать о правой части уравнения. Введем функцию g от x равную ax минус единице. Если x равен нулю, то g от x равна минус 1. Это значит, что при любом значении параметра a графиком нашей функции является прямая, проходящая через точку 0, минус 1. Сам же параметр будет влиять лишь на наклон прямой. В данный момент я провожу две очень важные прямые. Подумайте, чем они примечательны? Каждая из них пересекает f от x ровно в двух точках. Нам же нужно, чтобы точек было хотя бы 3. И сейчас я как раз показываю подходящие прямые. Чтобы найти искомое значение параметра a, разберемся с двумя пунктирными прямыми. Первая проходит через точку a, но мы, увы, не знаем ее координаты. Давайте искать. Точка a получена как пересечение графика функции f от x и оси абсцисс. Переведя эту фразу на язык алгебры, получим легкое уравнение. Решив его, найдем заветный x. Модуль какого числа равен нулю? Только нуля. Именно так сделан первый равносильный переход. Дальше приведение к общему знаменателю и рассмотрение дроби, которая равна нулю. Числитель 0, знаменатель не 0, отсюда очень легко нашелся x. Но x это не конечная цель, нам нужны a. Вспомните, была функция g от x равная ax минус единица. Давайте в нее подставим известные координаты. Отсюда очень легко найдется a. А, будучи тангенсом угла наклона прямой, равно 3/5. Теперь поработаем со второй прямой. Она проходит через точку B. Мало того, в этой точке она касается графика функции f от x. Понимание того, что абсциссы точки B правее абсциссы точки А, позволит вам не исследовать весь модуль, а сразу раскрыть его со знаком минус. Так и получится первое уравнение. Но его будет маловато, и нужно вспомнить что-то еще полезное, что дает касание. А именно, то, что значение производной нашей функции f от x в точке касания совпадает с тангенсом угла наклона касательной. Если касательная у нас была x минус 1, то тангенс угла наклона ее равен a, и это самое a мы запросто можем выразить из второго уравнения. Я здесь воспользовался правилом дифференцирования степенной функции. Найденное выражение для a подставим в первое уравнение, в котором останется лишь одна переменная x, его-то нам и нужно будет найти. Здесь все легко. 5 на x перекидываем налево, числа направо, в итоге слева 10 на x, справа 4. Итак, x это 5 вторых, или 2,5, если угодно. Но опять же, x это не есть конечная цель, нам все же нужны a. Поэтому последним действием мы находим значение нашего параметра. Заметьте, что здесь достаточно легко себя можно проверить. Знакомая всем прямая y равен x имеет тангенс угла наклона единицу. Очевидно, что искомые прямые имеют угол наклона меньший. У нас так и получилось, что радует, а то я уже было начал переживать. Итак, ответ это a, принадлежащий интервалу от 3/5 до 4/5. Готово.